Вот мы на самом верху. Амфитеатр города Хиераполис. Наверное, гулять с таким удовольствием. Доброе турецкое, с вами Ольга Ленд. Сегодня мы идем на индивидуальную экскурсию по Мукале. Делаем VIP-тур. Давайте я быстренько сделаю обзор цен. Билет стоит вместе с музеем. Там есть музей. Вместе с Хиераполисом 110 лир. Вот, как всегда, я иду по музейной карте, она стоит 60 лир. Вот, ну и здесь продаются туристические музейные карты. Музей работает с 6:30 до 20:00. Так, и у нас еще есть время зимнее-осеннее, это с 8 зимой, когда не в сезон. Поэтому можно приезжать в самое-самое раннее время, 6 утра идти. Я, значит, по музейной карте сейчас прохожу. Ну вот мы уже на шаттл-басе. Видите, как комфортно. По сравнению с другими группами, которые только начинают свой путь. Можно арендовать такую машинку и путешествовать. Это экономит гораздо больше времени и позволяет посмотреть больше достопримечательностей, потому что это вся территория Хиераполиса. Сейчас мы были вон там, на самом верху, буквально за 5 минут спустились, а группа еще идет. Поэтому машинка этого стоит. И вот у нас там внизу, потом мы поедем по Мукале. Ребята, это тысячи лет. Тысячи. Красота неимоверная. Гулять с таким удовольствием. Даже жара не мешает. Просто впитываешь как губка всю информацию. Очень красиво. Смотровые башни. Отсюда заходили в центр города. То есть это главная улица центрального города, где по сторонам справа, слева находились магазины. Сзади там находилась Агора. Вот это территория Агоры. Лавочки сперва зашли, то есть император заходил посередине этих ворот. Обычно люди справа, с левой стороны заходили. Это остатки оригинала? Да, это все оригинал. Некоторые камни, которые не в оригинале, здесь, по-моему, да, подняли это все. Это строительство этих ворот 2 век. Центральная улица города. Смотрите, какая красота. Видим общественный туалет. Общественный туалет, он был полностью разрушен, здесь ничего не было, то есть его полностью восстановили. Вот это общественный туалет? Да. Смотрите, вот я здесь фотография есть, я вам покажу. Тут главная улица, впереди колонна, такой ряд туалета. Потом 2 коридорчика, где сзади находились унитазы. Впереди этих унитазов протекала чистая вода. Поднялись, сели. Это было место общения, это было место, где обсуждали некоторые вопросы, как решать. Там, конечно, если богатый человек был, он сперва отправлялся в своего раба. Раб садился на этот мраморный камень, грел этот камень. Потом садился уже... Они мерзли? Уже хозяин. Ну, когда зима, холодно же. Мрамор-то, он поздно как бы остывает и поздно согревается. То есть его... Раскопки ведутся по сей день. Постоянно.
сейчас экскурсовод рассказывает по поводу гробницы, которая в центре города. Это семьи Клавиус, которые после землетрясения выдали большие деньги для Восстановления. Ну, там масло, где этот... А, вот да, это оливковое, да. Когда мы еще ехали сюда, нам экскурсовод рассказывал, как здесь были жернова, и отсюда стекало масло холодного выжима вот по этим выемкам непосредственно в бочке, где его уже консервировали. А нас ждет наш автобусик. Побежали дальше. Честно, я не представляю. Я здесь много раз была пешком. Это, наверное, треть пешком можно посмотреть. Конечно, на таком микроавтобусике мы проезжаем очень много и очень интересно. Вы сидели, а я... Какие стены. Это еще одни римские бани. Вот здесь одно захоронение. Смотрите, видите захоронение? Оно когда-то было на земле, просто на земле, а потом вот этот известняк остался, то есть он внутри этого белого известняка остался. Очень интересно. Как бы одна линия приняла вот эту арабский алфавит. Мгм. Нашли вот эту округленную часть. А вот эти на улице прям должны стоять? Или это его вытащили? Хоронили, Да, оставались так и было. Так и было. Да. Здесь, смотрите, заход, такой коридорчик. Первое помещение. Потом еще заходите через коридорчик, и здесь уже находится саркофаг. Сверху ставили в основном камни. Верили, что средневековые, мраморные горы тоже есть. Но, как я говорила, так как их обработать и купить было дороже, поэтому мрамор только относился к богатым и знатным семьям. Саркофаг, то есть это было или одного человека захоронение, который знатный, богатый был, или же есть такие побольше, которые семейные были захоронения. Там, Где захоронение было? какие- Это вниз куда-то их спали? Что? А где захоронение в нем? Ну, все в землю закопали их? Или они... Нет, Это уже разграбленное. Вот он, главный амфитеатр города Хиераполис. Достаточно большой, отлично сохранившийся. Очень удобно туристы располагаются, и экскурсоводы вещают историю. Здесь хорошо видно всю панораму города. Вот там как раз купель, а дальше Травелаты. И весь город. Там его начали строить этот театр уже в конце половины второго, то есть первого века начали строить, заканчивается строительство во втором веке, и рассчитывали одного человека для того времени. Да. А как они должны садиться? Вот следующий вот сюда садиться должен? Да, все рядышком. Здесь римская власть, после чего, конечно же, Вот мы на самом верху Травелат. Не удивляйтесь, что тут нет воды. Воды тут нет специально. Ее перекрывают, дабы сохранить цвет травертин. Соответственно, в какой-то период они ее включают. Вот тут вот видно, что даже сверху есть. Она покрывает это все пространство и потом выключают, чтобы сохранить белый цвет. И точно так же по всей территории. Раньше такого механизма не было. И они становились вот такого грязного цвета. Сейчас это является заповедной территорией. Вот сюда даже туристов не пускают, чтобы можно было лицезреть. века, когда пергамский император Аталас III по наследству передает эти земли римлянам.
Ну вот, что мы дошли. Дошли до Памукале. До самой красоты. Красотюнская. Даран-даран-даран. Белоснежный. Но народу сегодня, конечно, очень много. Вот термальная водичка, где люди приезжают, чтобы лечить ногти. Господи, ноги. Вот. Туристы не изъявили желание идти в самую даль. Там, конечно, практически никого нет. Но я прекрасно понимаю, жарко. Действительно, в пандемии, может, не стоит тут особо и шарошиться.